Всем привет! В этом видео я расскажу, как создать своими руками вот такую новогоднюю свечу, которая мне напоминает льдинку. Для этого эксперимента я взяла старые свечи, которые у меня были дома. Взяла овощечистку и убираю ей защитный слой со свечей. Далее той же овощечисткой разрезаю свечи на маленькие кусочки. Можно использовать просто ножик. Взяла 2 кусочка картона, из них я буду делать форму для будущей свечи. Обклеиваю их скотчем. Скотчем соединяю края картонок, получаются цилиндры. Фитиль взяла из тех же старых свечей, которые я использовала. Вставляю фитиль в фитиледержатель и приклеиваю на двухсторонний скотч к железной крышке. Она будет служить донышком для нашей заливки. Смазываю маслом крышку и внутренние стороны цилиндров. Отправляю плавиться парафин на водяную баню. Цилиндр меньшего диаметра устанавливаю так, чтобы фитиль был по центру. Фиксирую фитиль палочками, чтобы он никуда не убежал при заливке. Растопленный парафин заливаю в форму. Если парафин будет просачиваться снизу, просто немного подождите, пока он схватится, и заливайте дальше. После заливки ждем полного застывания свечи. Далее разворачиваю первую часть моей свечки. Устанавливаю готовую свечку на центр крышки, а следом ставлю цилиндр большего диаметра. Я взяла засушенную веточку можжевельника, апельсины, а также ягоды рябины. И начинаю в хаотичном порядке заполнять пространство между свечой и картоном. Растопила часть парафина и заполняю им все оставшееся пространство. Далее оставляю застывать.
Когда свеча застыла, разрезаю картон. Немного обрезаю ей края. Вот такая ледяная свеча получилась. Но я хотела, чтобы зелень и ягоды были видны больше, чем сейчас, поэтому взяла строительный фен и немного расплавила парафин. На этом все. Я надеюсь, вам было полезно это видео, и буду благодарна, если оцените его и подпишитесь на мой канал. Пока!